Друзья, мы сейчас на выставке Global Sources. Выставки, они позволяют посмотреть на несколько лет вперед. Успешный предприниматель всегда берет и делает, несмотря ни на что. Сложность есть всегда и у всех. Посещайте данное мероприятие, чтобы быть в курсе того, что происходит на рынке. Именно сейчас есть возможность заработать хорошие деньги. Уже много лет я приезжаю на техновыставки в Китай. 8 лет назад это было просто космос. Толпы людей, товары за копейки, глаза разбегались от возможностей. Китай казался бесконечным источником денег. А сейчас 2026 год. Я снова здесь, и все ощущается совершенно по-другому. Сегодня я честно сравню, как было тогда и что происходит сейчас. Китай на выставках 2026 года – это уже крах или новый уровень? Планета з-під ніг тікає. Итак, первым делом, когда приходим на выставку, что нужно сделать? Правильно составить план. Значит, берем карту. Больше 3000 стендов. За 3 дня выставка 42 миллиона долларов. Это просто на сдаче в аренду квадратных метров. Сколько? 42 миллиона долларов умножаем на 25 недель. Но это миллиард плюс долларов в год. Это чисто на аренде, прикинь. Пацаны, которые в Украине сдают в аренду помещение, миллиард долларов на аренде зарабатываете за год или нет? Тут в Гонконге ребята зарабатывают. Лучше всего определить приоритетность, куда тебе надо. И именно обойти сначала вот те павильоны, а потом, если осталось время, можно там пойти в какие-то те павильоны, которые для тебя могут быть там неважными, но так немножко хоть перспективными. Друзья, погнали на выставку. Thank you so much. Thank you, you're welcome. Я помню тебя, You правда? remember me? Да. Да. Я работаю в компании Remax уже 9 лет. Я тебя тоже помню. Я вижу, что твой оператор стал больше, чем раньше. I'm right? Раньше он был спортивным и подтянутым, а сейчас просто жирный. Я помню. That's why. Что сейчас самое популярное? Самое популярное сейчас — это что-то из этих Вот товаров. такой вот пауэрбанк. Это так все четенько работает. Yes. Возможно, этот будет лучше. Вот этот? Уверен? 5000 миллиампер, смотри, вот такой вот сделали пауэрбанк, он же подставка, но в цвет, к сожалению, не попали, но старались. Примерно где-то 40 центов просто на рынке, если купить одну штуку. Я встречал вот такой прикуриватель в Шэньчжэне. Маленькая. И еще прикольно на подарок, мне кажется, ее подарить. Забрендировать, как они здесь Remax забрендировали, на подарок прям классная штучка. Что скажешь? Залетит такая тема? Я думаю, залетит. Кто проезжал со спичками в аэропорту, пропускают, нет, напишите в комментариях. Но с такой штукой точно пропустят. Вот те, кто курят, у вас всегда будет чем прикурить. А, нифига себе. Так, домашняя мойка, так сказать, можно машину мыть. Интересно, сколько стоит? What's price? Окей. Домашняя мойка стоит $33 с павербанком встроенным и с Fast Charge. Смотри. Говорит, за 5 минут ты спокойно можешь помыть свою машину с помощью вот этого устройства. $33. Ребят, как думаете, если продавать долларов по 60-70, будет такое продаваться? Я сижу без 3D очков и вижу картинку в 3D. Прикинь, какая технология. Но для того, чтобы увидеть все в 3D, нужно где-то 5 секунд посидеть. Вот эта технология, прикольно. Порядка $600, говорит, будет стоить такой экран, но у нас он через 2 месяца только выйдет. То есть это новинка, которая вот только-только появилась, и только через 2 месяца у них выйдет в массовое производство. Без очков ты можешь смотреть видосы, играть в игры и видишь, как в 3D все. Прикинь? Класс. $600. Ну, думаю, ему цена там типа будет $100, там 200 будет стоить. Через какое-то время, там, через полгодика. Но первое время, как новинку, его можно и за 1,5-2 продавать. Какая цена этого микроскопа? Именно эта модель, если покупать от 300 штук, то цена будет 9.
9 юаней? Ха-ха, нет, долларов. Игрушка для детей, на самом деле, прикольная. Смотри, $9 стоит, это микроскоп с камерой. И, соответственно, то есть можешь под микроскопом смотреть там все, что угодно. Также здесь можно менять камеру. Вот так. Общий план и фронтальный. This can be different, yeah. This for front. Окей. So if you can take from the back. Окей. Yeah. Мне кажется, супер игрушка. То есть, во-первых, ты себя снимаешь на видео, во-вторых, это микроскоп. Стоит $9. Детская игрушка просто супер. Что скажете, ребят? Залетит такое? Нет? Напишите в комментариях. Они здесь напихали уже все хочешь, смотри. Yes. Это знаешь, как раньше у нас в детстве было? Можно типа разжечь на солнце, понял? Будем разжигать огонь в опыт. За $25 в розницу продавать, мне кажется, будет классно. Все для детей. I like it. Yes, everybody need it. Эти чемоданы стоили еще год назад $450. Их на выставке продавали. Сейчас уже стоят $190, прикинь. Больше, чем в 2 раза цена упала. Ну и слушай, не сильно они тяжелые. Кстати, батарейка, сейчас тебе покажу, смотри. Съемная, то есть ты можешь сразу зарядить там 3-4 штуки. И разные дизайны. Есть розовые, есть черные, есть с разными человечками. Короче, разные чемоданчики. Есть просто вот обычный, видишь? Ой, sorry. Прикольно, возьму себе контактик. Такой вот кабель, который стоит сущие копейки. В Украине его продают по 170 гривен, 315 вот кто-то продает, 139, 189. В Китае он стоит 8 гривен. Прикинь? И это при том, что сейчас низкий сезон. Кому нужен контакт этой фабрики, которая продает кабеля для роутера по 8 гривен, визитка, я сейчас у него возьму, будет в телеграм-канале. Внизу под выпуском переходи по линку. Этот принтер у них сейчас стоит $28. Я его купил на этой же выставке 3 года назад за $80. $80 стоит такой принтер, так он на 4 печатает. Я еще за него торговался, они не хотели сбрасывать, в итоге продали мне за 80. Сейчас 28 просто сходу, без скидки, то есть я еще не торговался. Если я куплю 1000 штук, какая будет цена? $26,9. Окей, короче, говорит $27. Ну, понимаешь, как только технология развивается, 3 года и получается в 3 раза цена падает. Ну, очень крутая штука, по Bluetooth передается изображение, у тебя всегда принтер портативный в сумке. У каждой уважающей себя фабрики есть обязательно производство во Вьетнаме, потому что для американского рынка, если ты продаешь из Вьетнама, то тарифы Трампа проходят мимо, короче, не работают. То есть для китайских фабрик работают, а для Вьетнама нет. Поэтому все китайцы быстренько сделали фабрики во Вьетнаме и все. И тарифы им реально пофиг. Китайцы быстро подстраиваются под ситуацию. Смотри, какие машины новые появились, розовые. Maxus. Это что-то новенькое в Гонконге. 40 лет машины не меняли. В этот раз на выставке значительно меньше иностранцев, прям значительно. Наверное, из-за ситуации, которая связана с Ираном, вот прям ощущается. Очень мало было иностранцев. Шел и думал о том, что китайцев тоже не так уж и много. Ощущается, что в целом в мире кризис. Со всего мира люди не едут. Не мотивирует это, конечно, на бизнес. Такие мысли. Так а что делать? Вот даже если эту выставку взять, ну и просто 150-200 фабрик выставляют клавиатуры. И ты идешь просто клавиатура. То есть везде клавиатура. Ну типа, ну даже я устал от этого, хоть я этим и занимаюсь. Ну то есть как бы максимально скучная выставка. А для людей, которые не занимаются там клавиатурами, мышками, наушниками, аксессуарка в целом для телефонов, для них вообще это скучно. Потому что людям хочется видеть там роботов каких-то, какие-то новые технологии, там что-то прикольненькое, хоть какие-то там развлечения. Но даже на такой скучной выставке тренды дают о себе знать. Смотри, камера, мини-камера стоит $4. Ты можешь ее повесить просто вот у себя, например, здесь. Для детей тоже, мне кажется, супер подарок. В целом просто в Инстаграме, либо где-то продавать это как товар. $4 умножаешь на 3, по $12 продаешь. Ну, реально классный товар. Как на подарок детский, вообще офигенный. Смотри. Да, еще и с экраном. За $4 есть камера, еще экран есть, представляешь? И может записывать внутрь. Вот, флешку вставляешь. Заряжается Type-C. А еще можно вот так смотреть.
Здесь есть более качественные фотоаппараты. Например, вот этот стоит $10 у них. Здесь немножко качественнее камера и меньше в размере. Но понятно, что на нашем рынке победит именно цена. Потому что 4 на 3 12, а 10 на 3 30. И это уже разная математика и разный запрос рынка и разное количество продаж. Класс! Смотри, опа! Крутое кресло. Цена вот этого кресла $139, 40-футовый контейнер помещается 130 штук. Сколько стоит контейнер привезти из Китая? На самом деле не так уж и много. Ну, давай посчитаем. 139 умножаем на 130. 40-футовый контейнер таких кресел стоит $18 070 всего-навсего. Ну, не так уж и дорого. Доставка сейчас 40-футового контейнера стоит порядка где-то $3500. То есть сверху добавляем еще 3500. 21 570. Не так уж и много для того, чтобы начать свой бизнес, продавать кресла. Мне кажется, лендосик можно сделать классный, с классным контентом. Пять лет назад, там, типа, заходить на маркетплейсы, это была супер тема. То есть любой человек, имеющий $500 в кармане, мог спокойно начать зарабатывать на маркетплейсе. А сегодня ты заходишь продавать вот товар, да, типа, вот, например, вот этот. Маркетплейс говорит, мне нужно 40% маржи. Если ты заходишь как вендор, то есть, ну, как бы как поставщик. Если ты заходишь на маркетплейс торговать, они говорят, смотри, 25% маржи, ну и, соответственно, ты без рекламы в топе не будешь, да? А на рекламу это там минимум 20% тебе придется потратить. Там. То есть итого под 50% маржи тебе надо отдать. Вот. А когда они заводят свой бренд, то там уже не надо 40% маржи. Там уже может быть пониженный процент маржи. По некоторым группам товара, я просто понимаю, зная китайский рынок, что есть там некий стандарт, там 40, например, там, когда просят. А я просто понимаю, что здесь 40, это китайская фабрика 40 не сможет. То есть явно там типа маржа не такая. Вот. И неравные условия игры. Типа, почему неравные условия? Ну, маркетплейс может сказать, так если не нравится, не продавай. Ну, типа, это же наш маркетплейс. Уходи. Все начинают по чуть-чуть выходить. И вот когда у тебя спецы повыходят, но не будет никто из менеджмента, ну, то есть при всем уважении, лучше разбираться в тех же часах или, то есть в каких-то продуктах, как те люди, предприниматели, которые вкладывают свои бабки. Менеджеры на ЗП сидят. Когда правила игры в саду меняются, нужно быть готовым к тому, что правила начнут меняться со всех сторон. Вот, например, Amazon обращается к некоторым вендорам и говорит, мы знаем, что вы хорошо разбираетесь в этом продукте, мы не хотим сами делать в Китае, давайте вы будете делать мне в Китае под брендом Амазона образно. И тогда интересы совпадают. Вот. А когда, имея, скажем так, топ-10 или топ-15 на маркетплейсе, и просто в какой-то момент тебя начинают подвигать и двигать, и, ну, то есть, а это там дело твоих там 10-15 лет, да, как бы постройки бизнеса в долгую с позицией мы занимаемся продажами, вы занимаетесь закупками и производством, и тут как бы сразу все меняется, то, конечно, впереди большие изменения. И если ты не сидишь, так сказать, 24/7 и не думаешь постоянно над тем, как тебе выиграть в этой игре, и вот кто перестраивается сейчас, кто умеет перестраиваться, тот, понятно, будет зарабатывать. Ребят, смотрите, ну это уже на что-то похоже. Стол, у которого есть несколько режимов, то есть он там опускается, поднимается, и он стоит, на секундочку, $88. Я помню, лет 5 назад их продавали там по $700, по $800. Сейчас это $88, прикинь. То есть это стол вместе со всей фурнитурой. И пишет даже сколько сантиметров. Вот 85, 82, 80. Но $88. Ну это как бы реально очень классная цена. Такое можно поставить вообще в офисы, школы, универы, куда угодно. Даже просто домой. 1,29 м максимальная высота. Этот стол стоит $40? Да? Этот, получается, стол для одного человека, а вот этот стол, получается, для двоих людей. Вот. Тань, можем с тобой тут вдвоем работать. А какая цена этого стола? Этот стоит $20. $20. Ты здесь нажимаешь просто, смотри, раз. Тоже настраиваешь по высоте. Можешь сидя заниматься. Раз. Ты можешь стоя за ноутом заниматься, смотри. Вот эта тема для бизнеса прям топовая. Возьму у нее визитку. Если в твоей машине плохо работает кондиционер, можно немножко доустановить еще один кондиционер прямо в окно, смотри. Вот таким образом.
Что прохладно, в принципе, становится в машине. На задних сиденьях тоже. Кто жалуется, что типа, у меня сзади почти не работает кондиционер. Вот, пожалуйста, решение. Вот, Какая цена этой штуки? Юаней? Долларов? $439 стоит такой кондиционер. Его можно поставить как на заднюю часть машины, но на самом деле их ставят в кемперы какие-то. Вот таким образом. И у тебя там в своем бусике будет реально классная температура. А здесь вода. Подключаешь, и сюда сток воды. Чтобы на сиденье вода не лилась. Стало больше Китая. Больше Китая, больше китайцев в Гонконге, больше подходов таких вот китайских. Включая то, что каждого украинца в гонконгском аэропорту проверяют вот уже какой 6-й год. Вот буквально каждого, без какой-либо выборки. Каждый, кто украинец, с украинским паспортом человек прилетает в Гонконг, его на допрос, минут 15, ему задают вопросы, спрашивают, где ты будешь жить, сколько у тебя денег, где твой обратный билет, какая цель визита, зачем ты приехал, покажи цель визита. Да? То есть у всех одинаковые вопросы. Даже когда мы с 3 детьми прилетали, мы точно так же сидели в комнате допроса и отвечали на эти вопросы. Это неприятно. Вот раньше такого не было, и Гонконг ощущался такой свободной страной. Справедливости ради стоит сказать, что когда с украинским паспортом прилетаешь в Китай, то таких вопросов нет. Тебе там сразу welcome. Даже в этот раз, кстати, Китай запустил, Украина тоже входит в список стран, и ты можешь на 10 дней прилететь без визы. И я впервые сейчас решил это затестировать. То есть мы вот с командой сейчас перемещаемся, и вот у всей команды нет виз, зато есть транзитные, так сказать, билеты. То есть ты должен заехать с одной страны, и билеты должны быть в другую страну. Вот мы будем заезжать с Гонконга, а вылетать, соответственно, как бы в Европу. И по идее у нас будет 10 дней безвизового режима в Китае. Посмотрим, ну, вроде как все так должно работать. Китай более свободный, чем Гонконг получился. Можно во дворе поставить, и будет платная парковка. Может, найдутся какие-то люди, которые подойдут и оплатят. Отобьется за пару месяцев, наверное. Но это не точно. Включила фильтр какой-то, чтобы лучше выглядеть. Ну как, прикольная тема за $12? Какая будет самая низкая цена для меня? Ну, смотря какого размера будет партия. 1000 штук. Ну, если 1000 штук, то, думаю, цена будет где-то $14. Именно такая модель, с металлическими кнопками и 3 разными материалами. Окей. А если 10 000 штук? Может, за $10? Ну, возможно. Maybe. Окей. Короче, ребят, кто захочет покупать у нее 10 000 чехлов, там можно будет договориться. $10, говорит, отдаст. А я думаю, отдаст и дешевле. Но вообще прикольно, реально, прикольно придумали. Ну, прям классно. Интересно, у нее теперь такой чехол и останется с такой фотографией? Сейчас AirTag очень популярная тема. Смотри, фабрика делает только AirTag. Видишь, какой они большой стенд сняли, и у них кроме AirTag'ов больше ничего нет. Очень большой рынок для этой темы. Он мне дал 11 юаней цену. Сейчас узнаем, сколько это в долларах. $1,6 стоит AirTag. При том, что в любом европейском магазине там в раз 15 дороже стоит этот AirTag. И смотри, подключается и на родную айфоновскую программу, и на Android тоже. Вот в чем фишка. То есть и AirTag можно использовать буквально везде, то есть он нужен любому человеку. То есть любому, как взрослому, так и ребенку. И каждому человеку там по-хорошему там 5-10 AirTag'ов иметь. То есть там повесить на велосипед, на какие-то шмотки, на какие-то рюкзаки, там вещи, которые могут потеряться, либо там вещи, которые там дорогие. Тебе хотелось бы, чтобы быть уверенным в их сохранности, скажем так. Еще в чем фишка AirTag'а, например, ты нажимаешь на кнопочку и срабатывает сигнал. То есть ты не можешь дома найти ключи, нажал, и ты там за пару секунд нашел ключи. Если особенно ты спешишь, это там супер актуально. Ну это прикольная просто штука. Ну что, друзья, Китай 2026 – это крах или новый уровень? В следующих выпусках мы поедем на HKTDC и INNOX. Там, как всегда, роботы, технологии будущего, ну а потом нас ждет Кантон. Посмотрим, найдем ли мы именно те тренды, которые захватят мир в ближайшее время. Подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Обязательно ставь лайк, ну и традиционно кайшево, друзья!